Здравствуйте все, рад вас видеть, спасибо, что пришли. Я подготовился сегодня, хотел рассказать про минимал, но когда меня попросили рассказать про минимал, я как бы вроде сначала сразу стало все понятно, а когда я задумался, мне вдруг стало как-то не по себе, потому что мне было трудно для себя вообще сформулировать, что это такое. Вроде как бы всем понятная тема минимализм, вроде как бы все ясно, и даже непонятно, что там об этом можно сказать. Вот. Но в итоге, после долгих размышлений, мне в итоге удалось сформулировать все это, и я попробую сейчас рассказать. Но это не будет какая-то лекция, какая-то история там минимализма, это будет мой взгляд на минимализм, то, как я его для себя вижу. Вот, соответственно, каждый из вас, видимо, видит его по-другому, потому что там после простота и минимализм написано еще что-то. И это значит то, о чем, собственно, то, как, наверное, каждый из вас понимает минимализм или вообще относится к этому. Значит, это сетка для презентации. Я про нее позже скажу. Это к слову о том, что все имеет структуру. Ну, вообще я хотел начать введение с того, что минимал, тема минимал вообще она выбрана не зря. То есть не зря именно не минимализм, а именно минимал, потому что минимализм сам по себе это какое-то такое общее, какое-то философское понятие, которое само по себе неинтересно, какой-то белый холст на фоне белой стены, то есть это такая какая-то утопия, идеализм, просто философия. А минимал это именно, как мне кажется, о том, что минималистичность, она может присутствовать вообще в любом стиле. То есть можно быть минималистичным в модернизме, в футуризме, конструктивизме, в чем угодно можно найти какие-то свои минималистичные как бы работы, ответвления, что ли. Я буду подсматривать сюда, потому что мне было трудно все это сформулировать, я кое-что записал. Ну и вообще понятно, что минимализм – это какое-то общее понятие для всех культур. Мы вот говорим минимализм, и сразу понятно, что такое минималистичная музыка, минималистичная архитектура, минималистичный дизайн. То есть это какое-то общее понятие, достаточно широкое. И вроде как бы все ясно. И я несколько примеров из разных областей приведу, из промышленного дизайна, из архитектуры. Кстати, с архитектуры я и начну, собственно. Людвиг Мис ван дер Роэ, его известная фраза «less is more». На самом деле я не так сильно изучал архитектуру, чтобы рассказать много о Мис ван дер Роэ, но я его не мог не упомянуть, потому что мне очень нравится его дом, который называется Glass House. Я его давным-давно полюбил, когда еще только начинал заниматься дизайном. Когда увидел его в первый раз, просто втрескался. Вот. Это очень простая конструкция. Есть, я даже нашел в интернете полное руководство, как можно самому построить этот дом, чертежи всех балок. Можно самому собрать. Я не знаю, насколько он, правда, теплый. Вот. Но это вот пример минимализма в архитектуре, который вот прям вот моему пониманию минимализма соответствует полностью. То есть это вот в точку, 10 из 10. Вот. А дальше идет пример в инженерии.
потому что вообще в моем понимании минимализма не всегда это именно что-то визуальное. Это в инженерии это может быть на уровне обмена энергии, то есть можно конструировать такие вещи, которые экономят свою энергию, чужую энергию, и при этом еще и экологичны. Вот. И люди, которые об этом думают, они правильно делают. И один из них — это человек, который... Вообще все люди, про которых я сегодня буду говорить, они, скорее всего, были работоспособны, действовали где-то в 60-х годах. Я для себя связываю это, как бы, не знаю, как сказать, такую большую популярность минимализма в конце 50-х и 60-х, вот там, где именно для меня, можно сказать, начался минимализм, с тем, что это были послевоенные годы, и после разрухи и во всем этом хаосе людям хотелось порядка, чистоты, я не знаю, честности, и было очень много всего. И вот люди, о которых я буду сегодня говорить, я многих не назову, но те, кого я назову, они годы рождения где-то там 1920-го, и пик расцвета их деятельности где-то на 60-е годы приходится. То есть, и одним из них вот был Бакминстер Фуллер. Это такой человек, у него очень... Сейчас я переключу на его фотографию. У него очень интересная судьба. Он в 32 года потерял дочь и чувствовал в этом свою вину, и вообще докатился до того, что он был банкротом. То есть его жизнь зашла в полнейший тупик, и он очень сильно стал злоупотреблять алкоголем и дошел вообще до самоубийства, почти дошел. Но в последний момент остановился и подумал, я себе выписал, как он подумал. Он подумал, что если будет, что будет, если провести эксперимент, чтобы посмотреть, что один единственный человек может сделать на благо мира и всего человечества. Наверняка, кстати, кто-то знаком с ним, и для кого-то это не новая информация. Вот. Но его эксперимент удался, можно так сказать, потому что он стал очень известным инженером, архитектором, дизайнером. Вообще в конце своей жизни, уже к 1983 году, он был признан во всем мире. Но хотя его очень много критиковали. Вот. И вообще он был очень интересный человек, он постоянно что-то говорил и вел дневник с 26 года по 83, в который записывал все, что с ним происходит, каждые 15 минут. То есть у него был какой-то поток идей и мыслей, идущих через его голову, и как-то вот он все это пытался систематизировать. Выпустил 28 книг, с ним есть какое-то бесконечное количество долгих фильмов, где он говорит. В основном все на тему синергии и того, как можно ресурсы человечества использовать более, как бы, с умом, так сказать, более рационально. Вот. Он придумал штуку, которая называется геодезический купол. Вот она, это его эскиз. Эта вещь удивительная. Это вообще такой каркас, как бы он получил на него патент. Каркас из скрепленных между собой стержней, из которого получается такое сооружение. Оно может быть любого размера. Вот самое известное, я не помню, сколько оно метров, геодезический, вот этот купол в Монреале, в Канаде, он был построен для Экспо 67, для какой-то выставки. Он гигантский, вообще он очень большой, то есть он вот такой вот. И удивительное свойство, характеристики вообще этой конструкции, и почему вообще я не рассказываю, почему это про минимум, потому что эта конструкция, она экономит все. Она экономит пространство, потому что сфера, форма сферы, она вообще является как типа идеальной, что ли, в природе. То есть на прогрев сферы, если бы это, например, была конструкция закрытая,
требуется на 40% меньше энергии, чтобы обеспечить все теплом. То есть это уже экономит деньги и ресурсы. Эта конструкция не подвержена, почти не подвержена разрушению. То есть она сейсмически устойчива, и поэтому конструкции из такого купола построены, по-моему, на Северном полюсе, если не на Южном, наверное, на Северном. То есть эти конструкции, они выдерживают ураган за счет распределения энергии внутри. Энергия, она как бы вот по этим балочкам расходится и распределяется между всей конструкцией. Эта конструкция экономит площадь, потому что на участке, которым можно построить сферу, если построить такое же здание, то оно будет меньше по размеру. И вообще на квадратное здание потребуется на 30, по-моему, на 30% больше материалов, чтобы возвести квадратное здание. А это здание, как купол, он возводится очень просто. То есть, в принципе, ну, не такой большой купол, но купол, там, например, размером где-то 30 на 30 метров можно собрать без специальной техники. Его могут собрать несколько людей. И вообще очень много есть репортажей о том, как люди строят себе дома, какие-то дачные участки. И они делают, например, вдвоем. Там, муж и жена, они там возводят себе такой дом. И удивительно получается, что там циркулируют потоки воздуха, так что там создается правильная вентиляция. То есть потоки как бы ходят по кругу по этой сфере, и как бы здание постоянно как бы проветривается, там терморегуляция правильная. Ну и вообще там интересное ощущение. По фотографиям я не был никогда внутри. По фотографиям кажется со стороны, что это очень небольшое какое-то здание, то есть буквально там, ну, просто обычное небольшое здание. А когда попадаешь внутрь, оказывается, что оно какое-то просто большое. За счет высоты потолка сферы кажется, что ты в каком-то ангаре большом. Хотя на самом деле со стороны это совсем не очень большое здание. Вот. И из них строят все подряд, потому что это очень просто, легко, экономично. В общем, для инженеров это минималистично, я так считаю. Это ботанический сад. Там внутри ботанические сады. Это очень большие такие штуки. Вот это монреальская биосфера. Выглядит со стороны. Вот так вот. Вообще, он очень много всего сказал. И по поводу экономии энергии он изучал вот эту фигуру, которую он держит. Он изучал сжатие и растяжение и говорил о том, что человечество почему-то как бы неожиданно, может, для себя постоянно строило здание методом сжатия. То есть кирпич ставили на кирпич, и получалось, что как бы конструкция опирается сама на себя. А он говорил о том, что натяжение, оно достаточно недооцененное. То есть можно строить конструкции на натяжении. То есть как бы с помощью натянутых тросов. Он говорил, например, о том, что колесо, у которого есть спицы, спицы не обязательно должны быть как бы твердыми и упругими, а их можно сделать из тросов. Если растянуть, например, 12 тросов, то получится, что они натягиваются и не дают колесу сломаться. То есть это как бы в обратную сторону. Но при этом получается, что экономится материал, потому что сам трос может быть намного тоньше, и его легче как бы изготовить, чем спицу твердую, которая может сломаться, там, погнуться, а трос он не может, он может уже только порваться. То есть, вот. И эта фигура, это самая напряженная фигура, она как бы вот за счет ниточек, там, которые соединяют эти палочки между собой, она как бы сама себя держит, хотя эти палочки, они между собой не соприкасаются. Вот еще пример подобной структуры, которая держится на натяжении. Вот. Ага. Потом я хотел рассказать про промышленный дизайн. Ну, все знают этот человек, это Дитер Рамс, известный очень промышленный дизайнер.
Он работал с какого-то, с 60, по-моему, какого-то года по 95-й год. Он был начальником дизайн-отдела в Брауне, компании Браун. Собственно, дизайн которых является, не знаю, для меня символом минимализма. Известная фраза less but better. Вот. Ну и пример работ, которые наверняка все миллион раз видели, они просто прекрасные, просто можно посмотреть на них. А про Дитер Рамса я что-то, по-моему, хотел сказать дополнительно. Я хотел сказать о том, про правила дизайна Дитера Рамса. Тоже, наверняка про них все знают. Здесь 10 правил. Я не буду сейчас их перечислять, потому что я их не помню, но большинство из них, из правил, которые он для себя выработал, они, в принципе, описывают сам минимализм, подход к минимализму как бы как самому по себе. Одно из правил – хороший дизайн не устаревает. И это очень справедливо и подходит для минимализма, потому что минимализм, за что его вообще так любят дизайнеры, мне кажется, потому что он визуально более устойчив, чем как та штука, вот эта структура Фуллера, купол. Минимализм, он как бы также более устойчив, чем как бы обычные квадратные дома, если так можно сказать. Минимализм, он во времени дольше живет. То есть, например, знак или логотип, когда его рисуют, чаще всего он, скорее всего, минималистичный. Или если, например, у компании там в 60-х годах был какой-то сложный логотип, то он постепенно становится проще и проще. Есть там различные таймлайны, истории логотипов, где показывается, как логотип все время упрощается. Потому что простота, она, получается, почему-то дольше живет. Потому что, видимо, она ближе к природе. Хороший дизайн честен, тоже одно из правил. И минимализм сам по себе вообще является символом честности. Но я скажу немного об этом позже. И хороший дизайн ненавязчив. Еще одно из правил. Вот мне кажется, минимализм тоже тем хорош, что он не пытается понравиться. Что он просто как бы есть сам по себе. И поэтому он, наоборот, притягивает человека самого, как бы открывать, понимать этот минимализм и идти дальше. Это радио. Все знают. Это система хранения полок. Кстати, интересно, что в графическом дизайне у Брауна тоже было все минималистично, так же, как и сама продукция. И очень красивые буклеты. Естественно, их любили очень японцы, и их вот это вот книженцы, типа журнала, я так понимаю, какого-то брауновского, которое вот была о дизайне, выходило, видимо, и на японском языке. Это к тому, что японцы самые главные минималисты на планете. Если им нравится, то значит все в порядке с этим. Вот. Это очень все известные вещи, я не буду до них заостряться. Вот. Дальше я бы рассказал про человека, который примерно в те же времена жил, но уже перейти к графическому дизайну, как бы к моей профессии, где я спокойнее и свободнее себя чувствую. Это Йозеф Мюллер-Брокман, очень известный графический дизайнер, автор книг. По сетке вот его книга, как же она называется по-русски? В общем, про сетки в графическом дизайне. Модульные системы, что-то в графическом дизайне, типа того. Вот так он увидел себе мир. Его работы вообще, самое интересное в его работах — это плакаты. Это для меня это символ минималистичности. Я, как их увидел, тоже сразу же влюбился и практически во все. То есть у него, наверное, нет работ, которые мне не нравятся и которые вообще даже не минималистичные. Хотя знаток наверняка скажет, что на самом деле это никакой не минимализм, это, конечно же, модернизм, потому что стиль правильно называется так. Но
мне кажется, что нет такого стиля вообще, минимализм сам по себе. Минимализм, он может быть в чем-то только. Вот это минимализм в модернизме. Это мой любимый минимализм, так скажем. Это плакаты для музыкальных фестивалей. Они сами похожи на музыку. Рассказываю я о нем, потому что я хочу сказать, что в минимализме очень важно, когда вообще вдруг вы начинаете заниматься и хотите сделать что-то минималистичное, или вам приходит задание, и там написано, нужно, чтобы было минималистично. Вы думаете, о, класс, это интересно, сейчас, наверное, я сделаю что-то классное, такое минималистичное. А когда начинаешь делать что-то такое, вдруг понимаешь, что на самом деле, оказывается, это почему-то непросто. Вроде как бы, минималистично, там где-то здесь там столбик текста, здесь столбик текста, там какая-то картинка, вот вроде и все. Но вроде текст не так стоит, какие-то размеры шрифта не те, какие-то почему-то картинка не так как-то скомпонована, что-то все не то. И как бы с первого раза сходу все не клеится. А дело на самом деле в том, что минимализм, он так выглядит круто, крепко и приятно для глаза, потому что не из-за внешнего вида, а суть лежит в самой структуре информации, в том, как информация организована. То есть, например, когда происходит такой затык, и вы не понимаете, как вам дальше быть, хотя это, в принципе, не для минимализма правило, а вообще для всего, вы обращаетесь к структуре, вы думаете, нет, нам надо там урезать заголовок, надо как-то структурировать текст по-другому, потому что так не ложится. Нужно придумать какую-то структуру, и вокруг нее начинает все строиться. Это вообще правило для дизайна, не только для минимализма, но в минимализме это особенно важно, оказывается, потому что все минималистичное, его красота, она как бы между элементами, она начинает сразу быть видна, сразу проступает сетка, сразу вся внутренняя структура становится видимой, как ни в каком другом там стиле. Поэтому дизайнеры, которые работают в минималистичном стиле или у которых есть работы в минималистичном стиле, они очень большое внимание уделяют сетке. Поэтому я говорю про Мюллера Брокмана, потому что он был... Потому что у него очень минималистичная работа, и он очень много внимания уделял сетке. То есть вот книга, которая про сетки, до этого я показывал, красная, а это самая известная книга, хотя она вышла в каком-то там, я не знаю, может быть, там в 50-м или 60-м годах, она до сих пор является иконой по сеточному дизайну. И она вот недавно буквально, по-моему, была только переведена на русский язык и вышла вот в России. Хотя я ее читал, естественно, до этого, потому что она на двух языках, можно ее и так читать, на английском и немецком. Вот. А эта книжка, это, скорее всего, такой буклет, который рассказывает про работу Мюллера Брокмана, и рядом с постерами нарисована структура. То есть именно идет акцент на внутреннюю структуру, на пропорции, потому что это очень важно в минимализме, и сразу проступает. Интересно, кстати, я как-то проводил для себя обмеры его постеров, пытался понять, что там за соотношение. Вот. И в основном все на золотом сечении сделано. То есть везде находится, там, это относится к этому, все друг к другу относится по золотому сечению. Вот прекрасные его работы. Да, на самом деле... Это немного не в тему, но про сетку все, что я сказал, это можно забыть, если у вас нет образа в голове. То есть к сетке нужно обращаться только после того, как у вас уже сформировался образ, иначе ничего не получится. То есть сетка, она не решит все проблемы. Если вы вдруг начертите себе сетку и скажете, сейчас я расставлю по сетке минималистично всякие элементы, то ничего не выйдет. Сначала вам нужно придумать, как вы их хотите расставить, а потом уже по сетке, естественно, расставлять. Хотя не буду давать никаких инструкций, но обычно это так происходит. Вот структуры его постеров, которые до этого показывал. Вот. Видно, вот, что у этого квадрата даже верхняя часть это квадрат, а нижняя часть относится к нему как к золотому сечению. По отношению золотого сечения. Так вот, а потом я хотел перейти к календарям.
потому что в календарях как раз эта структура, она очень сильно проступает, внутренняя. И там вообще все ясно. Календарь — это цифры, дни недели, все понятно. И для любителя минимализма, для такого человека, как я, это хорошее упражнение — сделать календарь. Я делал не один календарь, обожаю календари, потому что с этой структурой можно... Она как бы... Понятно, что она... Что там особо не покрутишь. Нужно все равно показывать дни недели, числа, то есть все достаточно как бы вроде уже на своих местах, но все-таки это можно кое-как покрутить и представить немного в другом виде. Вот я собрал парочку календарей, которые мне нравятся, которые очень-очень минималистичные. Это бразильская студия New называется. Вот у них есть такой календарь, он очень плотный, такой приятный. Здесь вообще нет текста, то есть одни цифры. И, ну не знаю, меня такие примеры завораживают, потому что мне кажется, что я ощущаю как бы саму суть времени вообще. Она как проступает между этими цифрами. Это Антонио Карусоне, американский арт-директор. Вот у него есть такой плакат. Это русский наш чувак, знакомый мой Дима Кузьмичев, его минималистичный календарь. Это мой, кстати, похоже. Вот, это мой календарь. Люблю его. Вот. И про сетку, и про простоту. Да, я хотел перейти к пиктограммам, потому что в пиктограммах как раз очень сильно все это видно, потому что образ нужно упростить для пиктограммы, как для любого знака и вообще для всего. Образ нужно очень сильно упростить. Для этого часто используются сетки. Наверняка вы много могли видеть, где в корпоративных стилях под логотип подкладывают сетку, и вот там, значит, все эти элементы, они очень классно между собой соотносятся. Вот. Я хотел показать пару пиктограмм, которые я рисовал, и сетку под ними. То есть, что для того, чтобы, как это сформулировать, для того, чтобы минимализм не был безосновательным, чтобы он не был бессмысленным, и вообще любой дизайн, под ним должна быть какая-то основа. Это та внутренняя структура, про которую я говорил. А в минимализме она просто на виду, и поэтому без нее вообще никуда. Вот. Это 3 одинаковых размера, да, шарики, кругляшки на самом деле. Вот. Это пиктограмма кафе для культурного центра. Это пиктограмма для культурного центра. Вот. И она вся построена вот по таким кружкам. Вот такой человек. Он практически полностью состоит из кругов. Мы его назвали шпион. Вот. Еще я хотел сказать, на самом деле это не так важно, просто меня это раздражает, и я хотел упомянуть про неверное понимание вообще того, что такое минимализм, про флэт-дизайн. Некоторые люди не так, скорее не неверные, а они понимают его не так, как я, видимо, как-то по-своему. И не знаю, может быть, это от лени, потому что им лень рисовать что-то сложное, они хотят просто легко сделать что-то простое. Появилось гигантское количество минималистичного, в кавычках, дизайна, который на самом деле просто бессмысленный, под которым нет никакой основы. Это куча постеров, они вдруг стали появляться почему-то в 2011 году. Почему-то вдруг эта мода пошла в 2011 году. Видимо, я не знаю, совсем все обленились. Это бесконечное количество постеров для кино, у которых есть там какая-то, мол, идея, и значит, она вот в этом минималистичном постере отражена. Ты там вспоминаешь, что там в каком-то фильме там у какого-то героя была какая-то там пуговица или какая-то там структура, и ты понимаешь, ага, да, это там тот самый фильм, типа прикольно. Ну, первый раз, кстати, да, было интересно посмотреть, но их такое количество большое, и они настолько, там не то чтобы сетки нет под ними, у них они вообще как бы, есть ощущение, что они сделаны просто потому, что дизайнеру было нечего делать, и он решил, ну там, сейчас у меня есть 5 минут, я буквально же могу набросать там пару кружков, вот, и все это называется минималистик постерс, но на самом деле это их очень большое количество, я их просто собрал, их бесконечно на самом деле, даже не 10%. Вот. Это то, что мне кажется вообще неправильно, неверно. Ну, сюда на самом деле
как-то разговор о флэт-дизайне и вообще вот этих последних модных дизайнах, которые появляются и будут еще появляться, и разные у них названия будут. Вот, про флэт хотел сказать, что на самом деле не может быть. Это такие плоские элементы управления. То есть такое направление в дизайне интерфейса. И хотел сказать, что на самом деле не может плоскость являться качеством, характеристикой дизайна. Такого же не может быть плоскость. Ну и что, всегда был дизайн плоский. Что, почему? Вот. А на самом деле я, может быть, не прав, но мне кажется, что вот эта нарочитая плоскость и минималистичность, она связана с тем, что устройства ввода, компьютеры, все эти маленькие смартфоны, они настолько уже стали сенсорными, что человечество вдруг стало как-то понимать, что ли, что уже к кнопкам назад дороги нет. И эти элементы маленькие, они перестали притворяться какими-то объемными кнопками, крутилками, а они уже стали тем, чем они есть, на самом деле без теневыми, очень плоскими кнопками, то есть которые даже уже никакого отношения к настоящим кнопкам и не имеют, собственно. Вот. Разговор о Массимо Виньелли, я просто не мог о нем не сказать. Все знают, что он недавно умер, жаль очень. Но оставил нам гигантский свой опыт и свои крутые работы. Про него я хотел сказать, кстати, про календарь. Это его календарь. И это еще самый простой в мире календарь. Просто перекидываешь число и все. Про ограничения в дизайне. Про минимализм как ограничение. Часто используется минимализм просто как ограничение в дизайне. То есть, если тебе вдруг скажут там, ну вот делай, что хочешь, пожалуйста, и без ограничений ничего не получится. Ты не будешь знать даже, что тебе надо сделать. А когда есть какое-то ограничение, то ты вот как-то опираешься на него, и работа идет. Вот одно из ограничений, которое пользовался Массимо Виньелли, это в определенный момент, как в виде манифеста, он объявил о том, что в его студии теперь будет использоваться всего 6 шрифтов, и не больше. Потому что, на самом деле, все это для дизайнеров очень известная информация. Я извиняюсь, если кому-то скучно, вот, но наверняка много кто об этом не знает. Потому что он говорил о том, что есть 6 миллионов шрифтов и вообще бесконечное их количество, но на самом деле есть несколько хороших из них, и из этих хороших можно еще выбрать несколько, просто чтобы хорошо их знать. Потому что лучше знать что-то мало, какое-то маленькое количество шрифтов, но уметь ими пользоваться, чем иметь бесконечное количество шрифтов под руками и не уметь и хорошо пользоваться ни одним из них. Вот это шрифты, которые они использовали. Видимо, на тот момент там были фото. В тот момент не было же еще цифровых шрифтов, и это где-то, я не знаю, какие-то года, когда это было, когда он сказал. Но в студии у него открылся в 71-м, наверное, где-то тогда же, в 70-х, он вот принял такое решение использовать эти шрифты. Тогда еще, наверное, был фотовывод, и именно эти шрифты хорошо смотрелись на фотовыводе. Ну, это метро, это его работы. Ну, для меня, на самом деле, не сказать, чтобы это прям вот чистый минимализм, но для меня это вот символ минимализма. Вот я так его понимаю. И хотел перейти к картам метро, потому что и вообще к картам и схемам, потому что там очень важно быть минималистичным. И, наверное, карта, схема, которая не минималистична и в которой не используется много-много ограничений, она не так хороша, как та карта, в которой есть ограничения. Вот здесь в известной карте метро нью-йоркской Виньелли используются ограничения. Линии идут только под углом 90 или 45 градусов. И вообще эта карта по сравнению с той, которая была до этого, такая более географичная какая-то, она, то есть не по сетке сделана. Эта карта, конечно, очень минималистично выглядит. Хотя на нее потом ругались, критиковали, ее потом заменили. Но это тоже, наверняка все знают. Это избитые очень темы.
Вот. Естественно, все по сетке наверняка, я не знаю, может быть, где-то есть в интернете картинки какие-то, но я почти уверен, что все эти линии, они идут то есть под ними лежит сетка. Они не просто так, скажем, какая-то там зеленая линия проходит там именно в этом месте. Скорее всего, она попадает на какую-то линию по сетке. Вот. А почему это хорошо? Почему минимализм в картах вообще полезен оказывается? Он вообще с практической точки зрения полезен оказывается. Уже не с эстетической, а с практической. Вот карта метро Нью-Йорк, которая была первая точнее просто которая была до этого, и карта метро, которая в Виньелле справа. А внизу С и Д – это картинки математического прототипирования того, как пользователь в метро, пассажир, видит карту при тряске. То есть люди спроектировали такую программу, написали, что в нее как бы закидываешь картинку, она тебе выдает такую немного размазанную. Вот, и смазывает она ее какими-то определенными алгоритмами, что прям вот похоже как на то, как мы видим карту. И карта, которая географичная, у которой линии идут как бы живописно, так скажем, а не по сетке, она хуже читается на самом деле. Вот это, прям очевидно. Это вообще и так понятно, но это можно даже доказать. То есть это карта метро бостонская. Вот старая, вот она после того, как ее закинули в эту программу, она так исказилась. То есть, очень плохо читается, хотя даже она минималистичная. А вот эта же карта, но улучшенная. Нашего соотечественника, если вы кто не знаете, то карту для метро нарисовал Михаил Кваревишвили. Победил в конкурсе, и теперь она там висит, но с какими-то изменениями. Вот она после этой программы, после этого анализа. То есть вот так или вот так. Вроде особой разницы нет, но на самом деле вот этот вариант лучше, потому что здесь вот область между желтой и красной веткой внизу совсем размазывается, а здесь более чистая. То есть вообще общее ощущение более чистое. То есть когда дизайн упрощается, он как бы, что ли, даже может в голове более проще откладывается. Может быть, поэтому даже он более долговечный, потому что его легко положить в голову, и он там поэтому надолго остается. Вот. И я хотел закончить на свободную тему, на самом деле. Вообще все примеры, которые я знаю, сейчас я много всего смотрю в интернете, постоянно много студий разных, и я даже себе складываю их специально по тегам, по странам. Я почему-то обратил внимание, что особо минималистичные работы, то есть практически в каждой стране есть какие-то студии с очень-очень минималистичными работами. Но вот студии, у которых прям много минималистичных работ, они почему-то где-то в этих странах. Даже Великобританию можно на первое место поставить, но я ее просто поставил посередине, потому что так лучше смотрится. Как бы так строится. Наверное, Великобритания на первом месте, потому что у них очень сильный такой минимал. Вот. Можно было, но это не Англия, это имеется в виду именно Великобритания. Хотя, большинство там лондонских, наверное, студий. Потом, скорее всего, наверное, Италия идет, потому что там есть несколько студий, у которых вообще только черно-белые работы. И, даже это немножечко скучно, но сильно, все равно, крепко. Вот. Потом где-то Швейцария, Германия и вот в конце Япония, но на самом деле японских студий не так много, которых я встречал. А про японцев вообще другой разговор по поводу, это к заключению, и по поводу того, что на самом деле, чем старше становишься, как-то тем больше понимаешь, что вообще не в дизайне дело и не в, как сказать, не в визуальной части. И даже не в самой структуре постера какого-то, а дело в том, как ты чувствуешь и ощущаешь этот мир, как ты с ним контактируешь. Если
как бы минимал идет изнутри, то есть он может идти снаружи, когда ты просто видишь вокруг себя очень много всего, как там у нас в городе, в стране, когда куча всякого хлама просто сыпется на тебя, там и визуального, и разговорного, и музыкального, и всего, и тебе хочется минимализма. А бывает, когда минимализм идет просто изнутри, сам, как-то, вот есть такие люди, у которых он идет сам, и эти люди называются японцы, вот. Если кто-нибудь был из вас в Японии, он согласится, естественно, со мной и поймет, потому что у них это, видимо, как-то заложено. Вот. И как бы в этом плане я перед ними преклоняюсь. Потому что на самом деле в графическом дизайне у них может быть не так все круто, как там в каком-то там британском классном таком стильном, но по ощущению намного тоньше и спокойнее. Не зря же у них есть хаку, такой стиль вообще поэзии, в котором очень коротко выражаются мысли, и сама мысль даже коротко выраженная, она даже сама очень тонкая, как там полет сверчка. То есть минимализм в минимализме. И я даже слышал историю про японку, которая каждый день приходила на занятия по луковой стрельбе, натягивала тетиву со стрелой, стояла очень долго и выпускала одну единственную стрелу. Каждый день. Одну единственную. То есть она к ней готовилась, приходила и выпускала одну. И это очень похоже на японцев, и это очень похоже на то, как я понимаю минимализм. Когда ты понимаешь, что удар происходит сразу, одним словом и в цель. И тогда как бы это остается надолго, это честно, и это круто. Вот. На этом у меня, наверное, да, больше даже не переключается. Спасибо. Спасибо.